Начало четвертой финальной фазы войны, которая завершится победой Украины, произойдет в январе 2023 года. В январе, феврале и начале марта сама Вселенная будет способствовать тому, чтобы победила Украина. И что и произойдет к моменту выхода Марса из петли 16 марта. Теперь к России матушке. В России матушке, как правильно сказал Валерий Дмитриевич, все интересное только начинается. В марте Россия начнет стремительно приближаться к исходной точке петли времени, которая начала свое формирование в феврале 2017 года или в марте 1917 по новому стилю. А в октябре 1917 или же в ноябре 1917 завершила свое формирование. Соответственно, то, что будет происходить в России, будет иметь очень много схожих черт с событиями столетней давности. Итак, смотрите, март 23 года. Война для России завершилась поражением. Российский суверен поставил на карту все и, как говорится, проиграл. Для окружения своего, близкого и дальнего окружения. Он неудачник, он аутсайдер. Он прежде всего потерял тот источник силы и сакральности. Принцип антиудачи в действии. Это та самая антиудача, о которой я вам рассказывал. Обряд был проведен в декабре 2021 года. 23 марта начинается первая ингрессия Плутона в Водолее, которая даст старт фундаментальной трансформации всей мировой системы. Начнет формирование новой модели, нового мирового порядка. Безусловно, в первую очередь эти изменения затронут все архаичные системы. И Россию, конечно, в первую очередь. Но в отличие от цивилизованных систем, где эти изменения, как правило, происходят эволюционным путем, у нас все будет происходить по самому наихудшему сценарию. Ибо русского человека, как мы знаем, история никогда и ничему не учила. Итак, в марте в России начнет разыгрываться сцена под названием «Половецкие танцы с хором». Госсовет к этому времени полностью будет состоять из представителей силового блока и будет контролировать все процессы, происходящие в стране. Роль российского суверена будет сведена к минимуму. К этому времени, к марту, в России будет уже новый премьер-министр, на которого прежде всего поставят, естественно, представители силового крыла, которые с ним связывают надежду на то, что произойдет относительно спокойный процесс перехода власти от одного человека к другому. И в этом силовой блок опирается на статью 92 Конституции Российской Федерации, которая гласит: когда президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства. Итак, кто же будет этим председателем правительства? Естественно, с точки зрения рационального, только тот человек, за которым стоит силовой блок. Потому что все остальные российские мини-системы построены по принципу бизнес-модели. И особой роли никогда на те процессы, которые происходили в России, не играли. А теперь мое субъективное мнение, что этим человеком будет Патрушев-младший. Почему? Дело в том, что в российском политикуме единственный человек, у которого гороскоп феноменально резонирует с гороскопом Путина, это Патрушев-младший. Также сегодня американская газета «Вашингтон-Пост» опубликовала статью, что в России все сделали ставку на Патрушева. Далее, безусловно, пророчески написал Владимир Сорокин в своей антиутопии «День опричника». Отцом государя был Николай Платонович. Я могу предположить, друзья мои, что у всех у вас возникло чувство неприятного смятения. Не стоит. События только... Младший Басманов, он, кстати, плохо кончил. Да, события, друзья мои, только начинают разворачиваться. И вот мы подходим к тому периоду времени, о котором Марк Захарович обычно говорит: тепленькая пошла. И вот мы подходим к роковому для российского суверена периоду времени. Весенний коридор затмений 23 года. 20 апреля у нас произойдет гибридное солнечное затмение 129-го Сароса, а 5 мая произойдет полутеневое лунное. Этот период времени означает завершение жизненного цикла российского суверена. Вопрос, который также волнует многих. Как же это произойдет? Итак, фатальная планета для российского суверена – это Нептун. Нептун связан с отравлениями. Это яды.
Ну, естественно, человек все проиграл. И все это прекрасно понимает его близкое и дальнее окружение. Естественно, от него нужно как-то будет избавиться. И вот приходит на помощь старый и испробованный способ — яд. Конечно, таким ядом станет не банальная цикута, и не канторелла, и не вода госпожи Тафаны. Безусловно, нет. И я думаю, что для этого будет использован какой-нибудь шедевр позднего творчества Гриши Майрановского, который до сих пор является непревзойденным кудесником в искусстве приготовления ядов. А Григорий Майрановский, как известно, возглавлял токсикологическую лабораторию НКВД. Так вот, друзья мои, мы отталкиваемся от двух дат его рождения. Неофициальный — это 50-й год, и официальный — 52-й год. И там стоит Нептун. Если брать за основу 50-й год рождения, то Нептун находится на его южном узле. Если мы берем 52-й год рождения, то Нептун находится в квадрате к Марсу. Две даты и один результат. Завершение цикла. Я повторяю, это произойдет либо в самом конце апреля, либо в мае месяце. Что происходит дальше? В стране, естественно, объявляются досрочные президентские выборы, которые, согласно мунданной астрологии, должны будут обязательно состояться осенью 2023 года. Естественно, страной руководит исполняющий обязанности президента. И, естественно, куда ж без этого, Госсовет. И вот теперь мы смотрим середину лета 2023 года. В середине лета происходит знаковое событие. Лунные узлы переходят на новую ось. Сейчас они находятся на оси Телец и Скорпион, и они переходят на новую ось Овен-Весы. При этом Плутон возвращается из Водолея в Козерог. Плутон находится в ретро-движении. И при этом Плутон образует квадрат по отношению к узлам. Это крайне напряженный период времени. Очень большая вероятность, что в России летом 2023 года произойдет какая-то техногенная катастрофа, связанная с ядерным. Ну, например, это атомная электростанция. Самый важный период времени — это середина лета. Середина лета Украина возвратит Крым себе. С середины лета 2023 года, июля-август, Крым станет украинским. И теперь смотрите, друзья мои, последняя скрепа рухнула. Сакральность Крыма больше не существует. Крым вернулся в родную гавань. Крым стал украинским. Что же происходит дальше в России? Выборы, президентские выборы осенью. Дальше автоматически, сразу параллельно с этим происходит революция. Затем начинается распад страны, хаос и гражданская война. И такой период времени продлится как минимум 1,5 года. История повторяется. Ну что ж,